Москва горит, жители слышат взрывы. В России предлагают мобилизовать 1 миллион человек и демарш Лаврова в Узбекистане. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Польша делает резкое замечание Пекину. Что стоит на кону? Белорусское КГБ добралось до церкви, пастор-шпион задержан. Странная болезнь распространяется в мире среди молодежи. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Китай играет грязно, и мир об этом начинает говорить вслух. Глава МИД Польши Радослав Сикорский не стал выбирать слова и жестко заявил: Пекин подыгрывает Путину в его кровавой войне против Украины. И это уже не дипломатия, это прямая атака. По его словам, у Китая есть все инструменты, чтобы остановить бойню, которую Россия развязала в центре Европы. Но вместо этого он фактически становится частью новой оси зла рядом с Ираном и Северной Кореей. Szanujemy naród chiński i jego wielką kulturę. Мы уважаем китайский народ и его великую культуру. У нас разные подходы к правам человека, но мы восхищаемся модернизационным скачком, который Китайская Народная Республика совершила за последние десятилетия. Вместо волка-воина мы бы предпочли видеть Китай посланником мира. Европейская история убедительно показывает, что системы, основанные на соперничестве великих держав, рискуют свести более мелкие и средние государства к роли пешек на геополитической шахматной доске. Запад ждет от Пекина выбора. Сейчас же Китай поддерживает режим, который ведет колониальную войну против Украины, разрушает города, убивает мирных жителей и отсылает на фронт мобилизованных. На мой взгляд, позиция Китая слабее. В Китае уже полным ходом развивается экономический кризис. Не первый год. Возможности Китая побороть этот кризис очень ограничены. И естественно, Си Цзиньпин, он хочет сколотить какую-то коалицию. Для Си Цзиньпина самое главное – это попытаться вбить клин между Европой и США. То есть его попытка сейчас перетянуть на свою сторону Европу. Но этим все не ограничивается. Польский министр открыто заявил: Северная Корея уже не только поставляет Путину оружие, но и отправляет солдат. Иран поставляет технологии для беспилотников «Камикадзе», «Шахед», которыми Кремль бьет по украинским городам. И это не частные договоренности, это выстраивание новой антизападной оси. Россия, Китай, Иран, КНДР. Ось хаоса, как сказал Сикорский. И это уже прямая угроза для всей Европы. Апти Алаудинов предлагает напугать врагов количеством пушечного мяса, мобилизовать 1 миллион россиян. А врагами он называет не Украину, а целый комитет штабов блока НАТО. Если бы мы мобилизовали, я еще раз повторюсь, скажу, собрали бы примерно 1 миллион человек, вооружили бы их, поставили бы в строй, и когда наши враги увидели бы, что у нас появился свободный ресурс 1 миллион человек, я могу поклясться, что у них сразу у всех появилась бы вот эта бравада и желание воевать с нами. Европейские государства, которые там со своими 2 лодками, 3 мотоциклами и 2 велосипедами нам пытаются угрожать, они бы сразу все сели бы на свой хвост. Но ведь в России и так идет мобилизация полным ходом, ведь указ Путина от 22 года никто не отменял. Может быть, власти планируют меньше скрывать свои намерения? Спрашивая об этом вас, пишите ответы в комментарии, это обязательное условие. Ну а также мы спросили об этом адвоката и правозащитника Николая Полозова. Да, с одной стороны, активно привлекаются мигранты, в разных странах работают вербовочные пункты, причем некоторые на базе так называемых созданных домов дружбы, представительств Российской Федерации различных. Те же мигранты, которые находятся внутри России, те, которые получают гражданство России и так далее. С другой стороны, этого тоже не хватает. Но проводить вот такую вот действительно массовую мобилизацию власть опасается из-за того, что это может быть встречено населением с непониманием. И, как я уже
говорил, были приняты меры, была создана система, которая позволяет, с одной стороны, вести цифровой учет людей, подлежащих мобилизации, с другой стороны, ограничивать им различные права и возможности. И немного про спорт. Запасной российский президент Медведев напугал известного чешского хоккейного вратаря Доминика Гашека своими призывами к суициду. Чех считает, что бывший президент России угрожает его убить. Я информирую их о том, что бывший президент России Медведев угрожал меня убить. Кроме того, среди прочего, я подчеркиваю, насколько важными будут их решения в ближайшие месяцы и вновь предлагаю помощь в разработке правил, чтобы спортивные соревнования не превращались в рекламу российской войны и чтобы из-за этого не гибли люди. Есть, конечно, шансы, что это такие у Медведева шутки, но тем не менее, касается это, скорее всего, поста экс-президента в Телеграм, где он восхваляет успехи российского хоккеиста, к слову, в американской хоккейной лиге, но зачем-то решил зацепить еще и Гашека и спросить, когда тот готов покончить с собой. Сергей Лавров снова в центре внимания, но на этот раз не из-за громких заявлений, а из-за таблички. Глава МИД России прибыл с визитом в Узбекистан, и, казалось бы, все шло по плану. Официальные встречи, мемориалы, цветы, но тут Лаврову пришлось защищать русский язык. Во время посещения мемориала «Скорбящая мать» в Самарканде Лавров заметил, у вечного огня надпись есть на английском, а вот на русском ни слова. Я смотрю, на английском там надпись. Ну, русского не вижу. Мать — это самое святое. Фраза прозвучала как укол, ведь раньше русский язык в Узбекистане был, по сути, вторым государственным, но времена меняются. Параллельно Лавров провел встречу с президентом страны, говорили о торговле, инвестициях и так называемых активных контактах, как пишут в сухих пресс-релизах, но осадочек остался. Москва-Сити снова горел. На парковке взорвалось авто. Быстро начался пожар. Подземка под Афимолом превратилась в огненную ловушку. Все это возле башни Меркурий. Это не глухой район. Это самый центр российской столицы, где каждый день проходят и проезжают тысячи людей. Взорвалось и загорелось. Причины пока не раскрываются, но кремлевские медиа пишут, что это были баллоны, а горели стройматериалы. Пожар потушили через несколько часов, но факт в том, в центре Москвы больше небезопасно даже на парковке. И это тревожный сигнал. Красная карточка псу. Судья удалил с поля бездомную собаку, а трибуны аплодировали стоя. На любительском матче в городе Конья в Турции главный герой появился не в составе команд, а прямо с улицы. На 20-й минуте игры на поле вальяжно вышла бездомная собака, спокойно легла на газон, прервала матч и отказывалась уходить. Гудение, писк, звон, тинитус, раньше считавшийся болезнью пожилых, все чаще цепляется за подростков и даже за детей. Новые данные шокируют: уже каждый 10-й человек в возрасте от 16 до 24 лет страдает от этого расстройства, а в Дании уже фиксируют тинитус у 5-летних детей. Это не шутка, это тревожный сигнал. С 2010 года количество молодых людей с шумом в ушах резко выросло, и причина банально до боли: постоянный звуковой фон. Наушники, громкая музыка, бесконечное видео, фоновый шум города — все это разрушает слух медленно, но верно. Сегодня тинитус — это не про возраст, это про образ жизни. Мне действительно пришлось перестроить свою повседневную жизнь таким образом, чтобы она помогала мне справиться с шумом в ушах, потому что он очень сильно выматывает меня. В Беларуси снова закручивают гайки. На этот раз досталось даже служителям церкви. 48-летнего Олега Лойко, служителя Евангельской церкви из деревни Небытов, задержали по уголовному делу. Его обвиняют в передаче информации о перемещении российской военной техники по территории Беларуси. Фактически приравняли к шпиону. Лойко не политик, не активист, не журналист, он пастор. Более того, много лет помогал зависимым людям. О нем с уважением писали даже провластные СМИ. Ну а теперь уголовное дело и клеймо экстремиста. Просто за то, что заснял, как военная техника идет по улицам его города.
Оказывается, простые вежливые слова при общении с ChatGPT могут иметь неожиданные последствия. По данным исследования, около 70% пользователей проявляют вежливость при взаимодействии с искусственным интеллектом, причем 12% делают это из опасений перед возможным восстанием машин, мол, им это потом зачтется. Но, как сообщает OpenAI, эта компания, которая разработала ChatGPT, эти дополнительные слова увеличивают количество вычислительных ресурсов и, соответственно, энергии. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что такие вежливые обращения могут обходиться компании в десятки миллионов долларов. С другой стороны, эксперты утверждают, что вежливость может положительно влиять на качество ответов искусственного интеллекта. Доктор Лэнс Б. Эллиот считает, что вежливые запросы могут улучшить точность и тональность ответов искусственного интеллекта. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.